Добрый день, друзья! Когда я подготовил все нужные мне ингредиенты для катки бойлов, в предыдущем видео показано, я приступаю к созданию рецепта. Рецепт я делаю сейчас простой, и он больше углеводистый. Я буду рассчитывать, что эти бойлы я буду использовать в середине лета. Поэтому там будет упор сделан на углеводы. В принципе, я записываю, естественно, все рецепты, как большинство, в свои блокноты. Вот, а потом смотрю удачные при скатывании теста и ингредиенты, и уже потом смотрю, их использую повторно. Я очень долго, как и все, вначале изучал, смотрел, как другие советуют, как катают бойлы, какие рецепты бывают. Я скачал на Капери.су таблицу Квилла, в которой у меня расписаны все мои ингредиенты, которые я использую в бойлах. Для чего это я делаю? В принципе, я указываю здесь и стоимость, и килокалории, жиры, белки, углеводы. То есть я забил. И мне это, в принципе, дает какое-то представление, картину, какой бойл у меня выйдет на выходе. Сейчас, в принципе, я буду делать бойл на основе ароматизатора Дюшес и более углеводистый. Я забил сюда все свои исходники, и у меня расчет идет. То есть я получаю сразу результат того, какой бойл получится, сколько теста и сколько на выходе получится. Ну, вот данный рецепт, который буду я рассказывать, получилось, что тесто, жидкая часть плюс сухая часть, это 3 килограмма теста. После усушки получится где-то 2400 чистых бойлов, то есть это парапелики мы сейчас говорим. И расчетная стоимость 1 килограмма бойлов получится 99 рублей 46 копеек. По содержанию белки, жиры, углеводы обычно многие придерживаются формулы 40% это белков, жиров 10 и 60. Это такая вот универсальная вещь, которую я смог опытным путем посмотреть у других. 60% это углеводов. У меня здесь получается где-то 16% белков, жиров 8% и 70% углеводов. То есть у меня бойл получится пылики углеводистые. Варенки, сейчас я перезабью формулы. В принципе, по варенке у меня получится пропорция примерно чуть-чуть изменится, так как я уберу кукурузную патоку из рецепта. Поэтому у меня углеводы получится 60, около 10% жиров и 20% белков. В принципе, меня варенка тоже устраивает. И выход примерно теста 2200-2300 получится. Стоимость бойлов выйдет, с учетом того, что это яйца, где-то 107 рублей на 1 килограмм. Поэтому, в принципе, стоимость меня устраивает. И, в принципе, фиксирую себе рецепт, мою записную книжку. И буду приступать сейчас к ингредиентам. Насыпать, смешивать, катать. Так что все это в процессе будет. Так как я катаю бойлы в домашних условиях, то пытаюсь по минимуму свести к мусору все эти вещи. Чтобы не заляпать стол, я приобрел такую пленку. Стол защищаю, чтобы всякая химия на него не пролилась, не впиталась. Слой за слоем. Чтобы потом меньше первый вытирать, его скатал стретч-пленку и убрал. А второе, все-таки мы работаем с резкими запахами. При попадании на стол они же могут все-таки впитываться. У меня нет отдельного помещения, гаражного, либо кухни какой-то летней. Все в квартире делаю, поэтому пытаюсь мусор свести к минимуму. Стоит он копейки, зато удобно. Итак, друзья, я готовлю 2 состава сухой части бойлов для пыльки, для варенки, и 2 состава жидкой части. Вот по жидкой части они отличаются, а по сухой части они будут одинаковые. Итак, поехали. Это у меня соевая мука, 300 грамм. Я уже взвесил заранее. Это кукурузная мука. Я ее молол, сам приготавливал. В предыдущем видео есть. Так, это гороховая мука. Тоже сам приготавливал, делал. Видео есть. И пшеничная мука. Тоже дробленая пшеница, но здесь я больше крупных частиц оставил. Все по 300 грамм. И 5-й ингредиент – это манка. Манку я специально выбирал сорт семалина из твердых сортов. Ее нужно поискать. Она не везде есть. Можно из обычного, конечно же, так как мы делаем кормовые бойлы. Лучше всего для лучшей скатки поискать именно семалину. Здесь 500 грамм, я отсыплю 300. Тоже 300 грамм. Птичий корм 100 грамм. Обычно рекомендуют где-то 30 грамм на килограмм сухой смеси. 100 грамм. Просто округлил и все. И 200 грамм сухого молока. Сухая часть закончена, за исключением того, что я еще хочу добавить перца в сухую часть. Перцовый я буду добавлять имбирь 50 грамм и перец чили. Я их покупал на разновес, поэтому они в банках у меня. По 50 грамм. Перцовый добавляется, это дело вашего вкуса. То есть это можно добавлять, можно не добавлять. Я просто люблю экспериментировать, поэтому добавляю. В принципе, друзья, на этом сухая часть
готово. Сейчас я буду просто сухую часть для варенки делать. Точно такую же. Ничем она не отличается. Я обязательно вилкой сухую часть перемешиваю до однородной массы. И если попадаются какие-то комочки, там бывает иногда сухое молоко там скомковалось, либо соль, либо перцовое что-то, обязательно разбиваю. Мне нужна однородная масса одного цвета. Так, сухая часть закончена. Сейчас буду готовить жидкую часть. Вареных пыльков жидкая часть очень сильно отличается. Поэтому сейчас буду отдельно готовить. В жидкую часть я добавляю соль. Соль и мед – это природные консерванты, поэтому соли, в принципе, я добавлю где-то в районе 50 грамм. У меня просто она скоксовалась, пока лежала с того года, но я ее сейчас разомну всю. Жидкую часть я готовлю вот в таких чашках. Соль по 50 грамм. Я не знаю, я потихонечку экспериментирую с глютаматом, но говорят, что он не сильно влияет на питательность бойлов, там, на привлекательность и все остальное. Но я, в принципе, все равно его добавлю, так как он у меня есть. Хотя, в принципе, его в бойлы не обязательно добавлять. В районе 50 грамм. Также в жидкую часть я добавлю, есть такой продукт Витон, это продукт животноводства, по 10 грамм. Пока сильного эффекта я от него не заметил. Он у меня есть, я его добавляю. Основа жидкой части у меня будет аромат дюшес. Что такое аромат дюшес? Все знают бойлы кислая груша, пир-дроп. Вот пир-дроп, кислая груша, аромат, и дюшес, эссенция – это одно и то же. Попробуйте, купите в обычном магазине для хлеб-пекарь, и вам сразу напомнит пир-дроп. Поэтому, в принципе, эссенцию я буду строить на этом аромате. И у меня получатся кормовые бойлы с ароматом пир-дроп. Просто производитель назвал кислая груша, за ним все повторяют кислая груша. Мне кажется, это все-таки называется дюшес и, в принципе, полностью его повторяет. Его я буду добавлять по 40 грамм. Концентрация фирменных ингредиентов, которые продаются в магазинах, там, Симурский, еще что такое, 10 грамм там, на килограмм. Я готовлю, получается, где-то около 3 килограмм, но я хочу немного усилить запах. Вот поэтому, в принципе, по 40 грамм я буду в каждый жидкий ингредиент лить чашку. Меряю я вот таким стаканчиком, можно мерить шприцом. Это не принципиально. В принципе, я его на разлив покупал. Вот в банке его запаковали. Если покупать в хлебопекарных магазинах, то это очень дешево выходит эссенция. Есть такой миф, что эссенции хлебной промышленности, они не подходят при катке бойлов. Но, с другой стороны, все англичане и все, в принципе, производители признают, что все, что связано с бойлами, с бойлостроением, все вышло из пекарной пищевой промышленности. Поэтому, в принципе, два двояких утверждения. По крайней мере, сладкие запахи я использую именно из пищевой промышленности. Также всегда использую глицерин. Все абсолютно используют глицерин. Глицерин я покупал на специализированном предприятии вот такими банками, кило 200. Буду сейчас отмерять тоже вот этим стаканчиком мерным. Вот. Глицерин – это пищевой спирт. Он помогает хорошо скатываться бойлу. То есть он более пластичное тесто получается. И второе, глицерин – это спирт. Он хорошо впитывает в себя запах вот этого как раз пир-дропов, хорошо впитает. И будет отдавать, когда будет растаивать в воде. Добавлять я буду его по 80 грамм. Из расчета примерно в среднем считают глицерин 20 грамм на килограмм, но я чуть-чуть побольше. Тесто по-другому катается с ним. Вот этим он как раз и помогает. У меня краситель будет прозрачно-розовый. Я брал тоже в магазин для хлебопекарни. Получается, я его где-то на глаз налью миллиметров 20. Но я его потом могу добавить. Итак, друзья, в жидкую часть для вареных бойлов я еще добавил 18 яиц и мелассы. У меня есть меласса. Она не магазинная, просто люди чистили трубы на свекловичном заводе и, в принципе, мне подарили. Потому что в мелассе очень много всяких там микроэлементов природных, тем более бетаин из нее выжимку делают. Вот. И также микроэлементов, витаминов, всяких там, всего остального полезного вещества. То есть, поэтому я вместо того, чтобы использовать витамины, сейчас добавил меласс, потому что у нас все-таки дешевое кормовое было. Вот. И, в принципе, меласса я добавил 200 грамм и 14 яиц. И сейчас я хочу начать смешивать ингредиенты для того, чтобы подготовить жидкую часть, начинать делать уже тесто. Раньше я делал все это вилкой, естественно. Сейчас вот решил попробовать блендером. Очень быстрее и эффективнее смешивать просто. Вы можете также делать вилкой, это вопросов нет.
Блендер просто быстрее. Итак, друзья, далее в жидкую часть пыльников я добавил 600 грамм кукурузной патоки. Патока продается на форумах, там везде, в принципе, недорого стоит. Вот это основной ингредиент для пыльников, я считаю, и поэтому, в принципе, я его всегда покупаю, несколько банок на сезон. И добавил я его 600 грамм сюда. Вот. И также я добавил сюда 200 грамм мелассы, как ингредиент, богатый всякими микроэлементами, сахарозами и витаминами. Смешиваю. А также в жидкую часть я добавил 150 грамм воды для того, чтобы влажности добавить. Это только в пыльнике. Варенку я не добавлял. После того, как я смешал однородную массу сухой части и жидкую часть, я, естественно, одеваю перчатки, так как химия просто сейчас воняет. И, естественно, она и на руки сядет. Чтобы избежать этих вопросов, я всегда одеваю перчатки. Вот. Беру вилку. Эта чашка у меня будет пыльники тогда. Раз я беру пыльники, значит будут пыльники. И добавляю порционно. И, естественно, как все, замешиваю обычное тесто. Тот, кто катает, знает, что потихонечку добавляется жидкая часть понемногу в тесто. Тот, кто начнет катать, опытным путем привыкнет. Вначале вилкой замешиваю, потом руками. Вот. Если тесто чуть-чуть мягковатое будет или там жидковатое, с вашей точки зрения, не паникуйте, потому что на самом деле тесто нужно еще настояться, оно где-то полчаса еще должно полежать. Да, бывает дисбаланс пропорций, когда вы добавляете жидкую часть и сухую, тогда вы просто добавляете там либо жидкости чуть побольше, либо потом вы чуть побольше добавляете этого муки в состав. Вот. Но я лучше сейчас дам ему настояться. И потом, перед тем, как катать уже там колбаски и все остальное, то есть я его еще докатаю. Вот он настоится, я его еще разомну потом. Вот так убираю в пакет плотно, поменьше воздуха. Вот. Получается настаивается тесто. Теперь делаем варенку. Видите, немного красителя, а он весь розовый, хорошо взялся. Но я думаю, он пропитает еще хорошо этот тесто, потому что тесто всегда серое, никогда не бывает белым. Обесцветить вообще бойлы можно добавить, купить ингредиент диоксид титана, там инструкция есть, сколько добавлять, и тогда светлый получится бойл. Так все. Теперь руками. Тесто должно потом вот так легко скатываться и не прилипать. Оно сейчас такое, но оно еще питается и заберет влагу еще в себя, мне кажется. Поэтому я жидкую часть не буду всю эту куда-то выливать. Оставлю и, в принципе, посмотрю, какое на выходе тесто получится. После того, как оно настоится. Вот у меня получилось тесто. Это варенка. Там грамм 50 у меня осталось в жидкости. Я не буду его выкидывать по причине того, что я сейчас поставлю это тесто в целлофан и поставлю в прохладу. Там, на балкон, там минусовая температура, минус 4. Вот, оно будет настаиваться. Через полчаса, через час оно очень сильно напитается. Когда оно напитается, то оно станет чуть тверже. И если мне эта консистенция будет не нравиться, я немного смогу добавить воды. И, своей не воды, а жидкости. На чем пропитано. Вот, и, в принципе, тогда я его сделаю уже податливым, как той консистенции, которая мне нужна. Но напитаться тесто должно, хоть пыльников, хоть варенки, оно должно постоять и, в принципе, напитаться. В принципе, это вторая часть катки было приготовление теста. Третья будет в следующем видео. Уже непосредственно раскатываем бойлы, пыльники сушим, варенку на проварке делаем. Всем, кому понравится видео, пожалуйста, подписывайтесь. Вот. Не стесняйтесь, пожалуйста, пишите в комментариях свои рецепты. Учтите, что данные ингредиенты, может быть, многосложные, но они получаются в совокупности очень дешевые. Стоимость этих бойлов будет в районе 100. Более точную цифру я выведу в конце видео, вам покажу в рецепте. Потому что расчеты я загоняю в Excel таблицу и смотрю.
Вот. Ставлю тесто настаиваться где-то на минут 30. И начну первым катать, естественно, пыльки, потом варенку. Варенка чуть побольше настоится. Всем спасибо.